1 июня отмечается Всемирный день защиты детей. Государство в этот день любит вспоминать о том, как защищены права детей в Беларуси. В средствах массовой информации сегодня прозвучат общие слова о количестве детей в стране и сумме пособий, которые выплачены семьям. Вот только ни слова не будет сказано о несовершеннолетних политзаключенных и детях, чьи родители попали в тюрьмы и изоляторы из-за своей гражданской позиции. День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и прав на жизнь. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Это цитата из Декларации прав ребенка, принятой в ООН в 1959 году. А давайте задумаемся, как именно белорусское государство признает и соблюдает права детей. На свободу мнения, когда принуждает школьников вступать в БРСМ или посещать турниры с участием престарелого хоккеиста. Защищает от насилия, когда руками силовиков хватает несовершеннолетних граждан на улице, а потом проводит беседы в РОВД без присутствия законных представителей. Или вовсе унижает и избивает, а после отправляет в тюрьмы. Обеспечивает право на жизнь, когда преследует несовершеннолетних из-за их гражданской позиции и доводит до самоубийства, как это было с Дмитрием Стаховским. А может, когда ставит семьи людей, выступающих за честные выборы, в социально опасное положение и угрожает забрать детей в приют. Очевидно, что такое государство не имеет будущего, потому что не заботится о детях, не защищает их права и свободы. В том числе и поэтому режим диктатора обречен. Фонд «Страна для жизни» ставит своей целью помочь политзаключенным и членам их семей. Мы хотим хоть немножко облегчить страдания наших сограждан, которые из-за своей позиции оказались под ударом репрессивной машины. Совместно с белорусскими диаспорами мы провели акцию, посвященную Дню защиты детей. В преддверии этой даты дети самого разного возраста, от 2 месяцев и до 16 лет, получили подарки. Для ребят постарше это необходимая вещь, которую их семьи прямо сейчас не могут себе позволить. Для малышей напоминание о том, что папа или мама, которые оказались в тюрьме, не забыли о них и ждут встречи с ними. Режим, выстроенный диктатором, бесчеловечен и жесток. Бороться с ним можно только солидарностью и объединением усилий всех белорусов. Давайте вместе построим государство, в котором права и жизни всех граждан, в том числе и несовершеннолетних детей, будут безусловным приоритетом, в котором дети станут не просто удобным инфоповодом, о котором вспоминают один раз в год, а объектом настоящей помощи и защиты. Давайте вместе построим страну для жизни.